Экономика США испытывает серьезные трудности. Но ФРС продолжает затягивать со снижением ставки, что делает ситуацию только сложнее. Перед майским заседанием ФРС, которое пройдет 7 числа, рынок на 99% уверен, что ставка останется без изменений. Я же считаю, что рынок ошибается. И дальше я расскажу почему. Приветствую тебя в своем первом ролике на YouTube. Меня зовут Игорь, и я инвестор с опытом более 12 лет. В 2016 году я окончил МГУ, и последние несколько лет я работаю в крупной брокерской компании. В прошлом году я понял, что большинство крупных блогеров в Telegram и YouTube не имеют такого же большого практического опыта в инвестировании и аналитике рынков. И в ноябре я запустил свой авторский Telegram-канал, за время ведения которого я успел предсказать завершение роста фондового рынка США после инаугурации Трампа, февральский черный понедельник в крипте, мартовскую коррекцию на фондовом рынке РФ и апрельский обвал фондового рынка США. Уверен, ты бы допустил меньше ошибок в 2025 году, если бы был подписан на мой канал. Ссылка, кстати, в описании. Но давайте вернемся к главной теме. Почему ФРС может удивить рынок снижением ставки уже 7 мая? Разберем главные причины. Небольшой спойлер. Об одной из причин ты точно ничего не знаешь, потому что об этом вообще нет информации в русскоязычном интернете. Заодно узнаете, почему на обложке Трамп. Экономика США начинает буксовать. 30 апреля были опубликованы первичные данные по динамике ВВП США за первый квартал 2025 года. На всякий случай уточню. Первичные данные по динамике ВВП США за квартал публикуются в конце первого месяца следующего квартала. То есть первичные данные по динамике ВВП за первый квартал выходят в конце апреля, а первичные данные по динамике ВВП за второй квартал выйдут только в конце июля. Аналитики ожидали, что ВВП США за квартал вырастет на 0,2%. Однако реальность оказалась значительно хуже. ВВП США не просто не выросло, оно снизилось на 0,3%. То есть формально это означает квартальную рецессию. Кстати, я заранее предсказал это в своем телеграм-канале в посте от 12 марта, так что присоединяйся. Посты пишу не часто, максимум 3 раза в неделю, но стараюсь выдавать базу. Самое интересное то, что в начале 2025 года аналитики ожидали роста ВВП США в четвертом квартале 2024 года на 3%, а в первом квартале 2025 года на 1,8%. Но в итоге обе цифры оказались хуже прогноза. И если рост ВВП США за четвертый квартал оказался лишь немного хуже первоначальных ожиданий, рост составил 2,4%, то динамика ВВП США за первый квартал оказалась значительно хуже первоначальных ожиданий. Как вы видите, она оказалась рецессионной. Конечно, это можно частично объяснить через резкий рост импорта США, который произошел вследствие торговой политики Трампа. Однако не полностью. Поэтому ФРС все равно следует обратить на это внимание, пока ситуация не ухудшилась. Самое важное заседание ФРС, которое сыграло ключевую роль в определении дальнейшей судьбы экономики США, состоялось 18 декабря 2024 года. Вообще политика ФРС как органа, исполняющего функции ЦБ, направлена на достижение двух ключевых целей. Это обеспечение ценовой стабильности, то есть стабильной невысокой инфляции. В случае с ФРС это 2%. Кстати, стоит сказать, что это применимо ко всем крупным центральным банкам, вернее, к центральным банкам крупных стран, что Банк Японии, что ЕЦБ, что Банк Англии, они все стремятся к инфляции на уровне 2%. Вот. Но это первая цель ФРС. Вторая цель – это сохранение низкого уровня безработицы. Обе цели вместе именуются двойным мандатом ФРС. На декабрьском заседании ФРС четко дала понять, что готова более радикально бороться с инфляцией. Однако, я это сразу написал у себя в телеграм-канале, двойной мандат – это тумблер, который может быть только в одном положении. И когда ФРС выбирает борьбу с инфляцией, она жертвует рынком труда. Это база, которую очень легко проследить по истории решений ФРС. Но давайте посмотрим на успехи ФРС в борьбе с инфляцией. Последняя статистика по инфляции в США, а это на момент записи ролика данные за март 2025 года, достаточно неплохая. Годовая инфляция по индексу потребительских цен составляет 2,4%. Месячная инфляция по индексу потребительских цен и индексу цен производителей отрицательная. То есть в марте мы наблюдали дефляцию. Данные перед вами на экране. Чтобы вы понимали, инфляция во второй половине 2018 года была выше, а ставка ФРС тогда была на уровне 2-2,5%. Сейчас же ставка ФРС, напомню, на уровне 4,5%. Думаю, вы знаете, что ФРС таргетирует инфляцию по другому показателю, по индексу цен потребительских расходов.
Свежие данные по этому показателю вышли 30 апреля. Сейчас вы видите их на своем экране. Как вы видите, инфляция по этому показателю замедлилась до 2,3%. А в марте месячная инфляция составила 0%. То есть инфляции по этому показателю не было. Это довольно неплохие цифры, с учетом того, что ФРС на мартовском заседании, а это на текущий момент последнее заседание ФРС, повысила прогноз по инфляции на 2025 год по индексу цен потребительских расходов до 2,7%. То есть текущая инфляция ниже ожиданий ФРС. Она сильно замедлилась и почти достигла цели ФРС в 2%. Казалось бы, ситуация максимально благоприятна для снижения ставки ФРС. И именно сейчас давайте обсудим единственную объективную причину, которая может сдерживать ФРС от снижения ставки уже в мае. Это, конечно же, торговые войны Трампа. Да, они действительно могут привести к росту инфляции. Подробнее я об этом писал в одном из постов в Телеграме в начале апреля. Здесь повторять его содержание не буду, так как ролик получается и без того длинным. Но давайте зафиксируем. Объективные причины против снижения ставки есть. Но эта причина всего одна. И ФРС сейчас не в той ситуации, когда можно меланхолично смотреть в будущее, игнорируя уже существующие в экономике США проблемы. И еще одной серьезной проблемой для экономики США, помимо резкого замедления ВВП, является рост безработицы и потенциал еще большего роста безработицы. Как я уже говорил ранее, на декабрьском заседании ФРС четко дала понять, что готова пожертвовать рынком труда ради борьбы с инфляцией. Именно это я и написал у себя в канале сразу после декабрьского заседания ФРС. Второй мандат ФРС пошел под откос. Собственно, в 2025 году мы наблюдаем рост безработицы. С февраля 2025 года безработица выросла на 0,2%. Сейчас она составляет 4,2%. Это еще в пределах нормы, но уже близко к ее верхней границе. Отметка в 4,5% считается предрецессионной, поэтому мы уже объективно близко к критическим для ФРС значениям. Последние данные по рынку труда, которые были опубликованы 2 мая, у вас на экране. В целом цифры неплохие. Подробно их комментировать я сейчас не стану, потому что я уже это сделал в последнем посте в Телеграме. Но уровень безработицы за апрель не изменился. Безработица осталась на уровне 4,2%. Из положительного – замедление роста зарплат. Это важно для ФРС. Месячный рост на 0,2% полностью устраивает ФРС. Но глобальный рынок труда в США демонстрирует признаки охлаждения. Хоть пока и остается сильным. Только это временная сила. И я жду, что до осени мы пробьем важную для ФРС отметку в 4,5%. Теперь давайте обсудим не проблемы экономики США, а проблемы самой ФРС и ее главы Джерома Пауэлла. А у него есть серьезная проблема, которая может вынудить его снизить ставку уже в мае. Как вы уже видели в новостях, Трамп сильно недоволен работой Джерома Пауэлла. Еще с января Трамп требует снижения ставки. Но ФРС формально независимо от других органов власти, должностных лиц, учреждений. Поэтому Пауэлл игнорирует это давление. И у многих могло сложиться впечатление, что Трамп в этой ситуации ничего не может сделать. И Пауэлл продолжит гнуть свою линию дальше. Но это не так. Во-первых, Трамп в свой первый президентский срок уже добивался снижения ставки ФРС. И это не гипотеза его сторонников, а подтвержденный факт, о котором я писал еще в декабрьском посте про фактор Трампа. В марте 2020 года Трамп вынудил ФРС провести целых 2 экстренных заседания за месяц, на которых ФРС снизила ставку до 0,25%. И все это происходило в считанные дни до начала локдауна в ряде штатов. Во-вторых, и это еще важнее, администрация Трампа обратилась в Верховный суд США с просьбой расширить полномочия президента на увольнение руководителей независимых федеральных агентств. В случае одобрения запроса этот прецедент может дать Трампу право уволить главу ФРС. Ожидается, что рассмотрение вопроса завершится к концу июня или началу июля. И тут важно отметить, что в Верховном суде США сейчас 6 судей-республиканцев и только 3 демократов. Шансы Трампа высоки, это объективно. Но даже если Верховный суд отклонит его запрос, сам факт обращения – это уже сигнал. Джерому придется выбирать, либо подстроиться под новые политические реалии, либо рискнуть своей должностью в ближайший месяц. И я честно не думаю, что он будет рисковать. Это одна из главных причин, почему я жду снижения ставки ФРС в мае. С учетом всего сказанного, я считаю, что вероятность снижения ставки ФРС в мае точно выше 1%. И если бы не издержки торговых войн Трампа, то я бы сказал, что вероятность близка к 100%. Кстати, про торговые войны Трампа я сниму отдельный ролик, мне есть что сказать.
На удивление, на русском языке очень мало хороших материалов по этой проблеме. И, пользуясь случаем, я скажу, что я написал целых 2 статьи на эту тему. Статьи доступны у меня в виде постов в телеграм-канале. Можете посмотреть, если интересно. В общем, я склоняюсь к тому, что ФРС снизит ставку уже на майском заседании, чем удивит рынок. Но если ФРС решит не снижать ставку в мае, тогда я ожидаю, что те проблемы экономики США, о которых я говорил сегодня, и те проблемы, о которых я не сказал, но о которых написал в своей недавней статье, будут усугубляться. И это приведет к серьезной полноценной рецессии. При этом снижение ставки на 0,25%, да и на 0,5% уже не даст того стимула к росту, который ожидают инвесторы, и который мы могли бы увидеть, если бы ФРС снизила ставку в январе. Это не будет бычьим сигналом. Но это уже тема для отдельного ролика. На этом все. Если согласны, ставьте лайк ролику. Если не согласны, пишите комментарии. Я все посмотрю, все отвечу. Но давайте так, друзья. Если вы пришли на финансовый рынок не для участия, а за победой, то подписывайтесь на мой YouTube канал. Теперь я буду не только в текстовом формате, но и регулярно снимать ролики. Здесь я буду выдавать всю необходимую базу, чтобы в ближайшее непростое время, пока все вокруг теряют деньги, мы с вами готовились к новому бою. К той возможности, которая в последний раз предоставлялась в 2009 году. Поэтому подписывайся. Рынок нам кое-что задолжал. И мы заберем это у него. Берегите капитал. И до встречи в следующем ролике. Удачи!